Дорогие друзья, вы можете не спрашивать, какая тема. Тема всегда одна. Вы спрашиваете, я отвечаю на любую тему, связанную с психологией. Я смотрю на звоночек, давайте с него и начнем, Дашенька. А давайте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Говорите. Здравствуйте, меня зовут Наталья. У меня такой вопрос. Ребенку в этом году будет летом 7, в сентябре идем в школу. Но у ребенка нет абсолютно никакой мотивации к учебе. Как замотивировать ребенка, как привлечь к учебе, и что можно сделать, и как можно помочь ребенку? А у него просто нет никакого желания? Или, может быть, вы с ним занимались Мы, до например, школы чем-то? ходим на подготовку к школе, да, к педагогу. Причем он на подготовке может сказать, что вот это данное задание я делаю, и дальше я иду домой, больше не хочу заниматься. Либо может прийти на занятие и сказать, что я из-за вас пропустил прогулку, пропустил ужин, не доиграл свою игру. Давайте уберем, давайте подготовку уберем тогда. Уберем подготовку, не будем с ним читать на ночь книжек по слогам, вообще ничего, относящегося к обучению, делать не будем. У вас мало времени осталось до сентября, понимаете? Да, абсолютно мало времени. Пусть играет, пусть гуляет, ему впереди 10 лет каторги, пусть малыш отдохнет. Вообще часто мотивация детей пропадает именно потому, что родители очень много занимаются тем, чем вообще не надо заниматься. Но мы такую паузу ему давали. У нас, наверное, где-то месяцев 9 была пауза, мы ничего не делали. Не читали, вот просто, вот как вы говорите, играли, Ну, еще забудьте гуляли. про школу, да. Если он сам будет проявлять интерес, вы можете с ним там в игровой форме заняться. Если нет, то нет. Он в школе и так его нагрузят нормально, не волнуйтесь за него. А если к школе у него ничего не появится, как можно? Я думаю, что часть детей и так не очень хотят в школу ходить. Просто это обычно бывает не первый класс, а там уже хотя бы с 4-го. В начальной школе они еще более-менее ходят. Поэтому нет, половина школы не хочет сюда ходить. Но как-то учится же, правильно? Он маленький, в принципе, есть закон, по которому вы не можете не давать ему образование, вы будете на штраф платить государство и все равно заставят. Другой вопрос, в какой форме это образование. Это может быть школа, это может быть экстернат, это может быть надомное обучение, индивидуальное обучение и так далее. Давайте мы сейчас не будем думать о плохом. Вы снимите эту нагрузку, и если он хотя бы нейтрально в школу придет, типа, ну никак, да, там друзья появятся, ему будет... В школу же дети ходят не из-за учебы. Вот вы как учились? Прямо бежали, ночь не спали, побыстрее поучиться, что ли? Не, я с радостью ходила в школу. А радость от чего была? От чего была? Не то, что с радостью. Ну, мне было комфортно, мне было хорошо, у меня не было такого дискомфорта, никогда не было проблем. Ну, давайте будем считать, что этот комфорт достигается за счет компании, друзей, и за счет этого он вытянет мотивацию. Но точно мотивации через образование, через обучение нет. Никак. Не надо. Понятно. Да. Ясно, спасибо вам большое. Пожалуйста. Что нам пишут, Даша? Так, а пишут нам, знаете, много, ого, как много разных всяких сообщений. Ну, давайте вот посмотрим с первого. Добрый вечер, меня зовут Кристина, я в браке более 12 лет. 3 детей, примерно 3 года я понимаю, что своего мужа перестала любить и хотеть, хотя очень хочу близости. Но не с мужем. Ну, наверное, но не с ним, да, все верно. Выхода не вижу. Недавно все ему рассказала, он обиделся, так как сказал, что меня очень любит. Мужу не изменяла. Помогите разобраться в данной ситуации. Помогаю разобраться в данной ситуации. Так бывает у людей. Любишь, а потом не любишь. Как сказал Андрей Кнышев, так уже устроен человек. Тебе уже так не устроится. У человека такая психика нестабильная, что он то любит, то не любит. Это то, что касается существа вопроса. В продолжение этого разговора. Брак, тот, который мы обсуждаем, он у нас моногамный. То есть предполагается один муж и один жена. Остальные дети. А человек не моногамный ни разу. Да, Даша? Это правда. По себе знаете. Ну, вдруг меня сейчас кто-то слушает. Да. Ну вот. Поэтому бывает конфликт.
между моногамностью брака и полигамностью человека. И этот конфликт вот выражается в том, что как бы семья есть, а отношений в семье нет, любви нет. Нет желания близости, никто никого не хочет и так далее. Как быть в этой ситуации? Я очень пространно отвечу. Что Даша хочет сказать, но стесняется? Мне кажется, лучше развестись, но это по мне так. Это не я сказал. Это я так просто предполагаю вслух. На этом предлагаю остановиться. У нас звоночек. Алло, Здрасте. говорите, вас не слышно, но вы в эфире. Вот и поговорили. Алло, здравствуйте. А вы? Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Рада, наконец, дозвониться. Михаил, у меня такой вопрос. Оля, погромче. Хорошо. Короткая предыстория. Давайте. Моя мама когда-то 15 лет назад перестала общаться со своей мамой из-за конфликта. Они не общаются. 15 лет. Месяц назад, когда начались все вот эти события, мама мне позвонила и просто с бухты-барахта, хотя мы никогда эту тему не поднимали, обвинила меня в моих политических взглядах. Так. И перестала со мной разговаривать. Так. Я раз в пару дней спрашивала, как у нее дела. Она говорила нормально. Вот так мы общались в течение месяца. Неделю назад я написала ей так в очередной раз, и она назвала нас с мужем предателями. А то. Вот. Так. Собственно, я написала ей, что я буду очень рада с ней обсудить любую другую тему, и буду ждать ее сообщения, но только не про это. И с тех пор мы не общаемся совсем. Меня очень пугает, что она когда-то перестала общаться со своей матерью. А маме сколько лет? Моей маме, чуть-чуть до 50. То есть у нее не деменция, ей не 90. Нет. Просто нет, мама нет. такая принципиальная. Да. В чем вопрос? Вопрос в том, правильно ли я поступила, и, может быть, мне надо было как-то по-другому все повести. Вы знаете, как, на мой взгляд, это неправильно. Потому что мама не хочет общаться, мама переклинила на политическую тему, это ее проблема. Зачем вы предлагаете ей там общаться? Мама себя неправильно повела. Просто не все дети выдерживают, когда мама с ними не разговаривает. Вот в чем проблема. У них сразу возвращается ощущение от детских бойкотов. А мама в детстве не объявляла бойкота? Часто такое было. Было, да? Да. Но у вас мама, я бы сказал, проблемная, психологический человек. И эти проблемы никуда не делись. Вы взрослая женщина, сколько вам сейчас лет? 29. 29. Не 5, правда? А мама все играет в эти детские игры. То она с дочкой не разговаривает, то она обиделась, то ее что-то не устраивает. Пусть мама сама варится в своем соку. Я не стал бы дальше... Вы маме... даже вам сказать ей нечего. Это ее косяк, а не ваш. Люди имеют право на любые взгляды, это их дело. Но раз такой разговор пошел, я хочу всех, кто нас слышит, призвать к тому, чтобы не обсуждать, если вы видите, что у вас разногласия есть. В свое время были огромные разногласия по поводу вакцинации. Целые семьи рушились. Потому что кто-то хотел вакцинироваться, а кто-то считал, что это жидкий чип. Я и такое слышал. Поэтому сейчас эта фигня продолжается. Так что мама не хочет, пусть не общается. Это ее проблема, ее тараканы. Я бы не писал ей письма больше. Или вы страдаете без общения с мамой? Меня очень смущает, что мы можем, в принципе, больше никогда не начать общаться. Вот это и есть ваша проблема, которая, кстати, мешает вам жить. Потому что, как ни странно, будучи взрослым человеком, вы продолжаете быть зависимой от вашей мамы, как будто вы маленький ребенок. Вы это понимаете или не очень? Понимаю. Вот. И получается, что мама сильнее вас. Она же не парится по этому поводу. Подумайте об этом. Не могу знать. Может быть, не парится, да. Но она же не общается. Не общается. А вы ей письма пишете? А она вам не пишет письма? Нет. Я ей в той ситуации тоже больше не пишу. Я объясню, почему вам это важно. Дело не в маме вообще. Дело в том, что пока вы находитесь в психологической зависимости от мамы, вы частично не взрослеете. То есть многие вопросы
а продолжает у вас находиться в голове, как у маленького ребенка. Это серьезные проблемы для жизни. Вот. К сожалению, с возрастом родителей надо ставить на место, когда они границу переходят. А у вас с этим пока проблема. Решайте ее. Еще я смотрю. Да, есть звонок, есть СМС. Давайте звонок. Ну, давайте. Живое человеческое общение. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Меня зовут Юрий. У меня вопрос по поводу школы младших классов. У меня сын учится во 2 классе. Ну, как учится? Он просто ходит в школу, не учится. Вот. И я стараюсь действовать, скажем так, согласно вашим правилам. То есть, не хочешь, не учись. Это твое будущее, смотри сам. Да. С другой стороны, в школе давят на него в том плане, что обещают на 2-й год даже оставить. Угу. Классная руководительница вообще предлагает делать справку из ЦП МПК. МПК это что такое? Алло? МПК это что? Это медицинская комиссия, которая признает ребенка... медико-психологическая комиссия. Понял, так. Педагогическая, медико-педагогическая, по-моему. Да, психопедагогическая комиссия, которая признает ребенка с ограниченными возможностями, и тогда Я прошу прощения, а ребенка, когда в школу записывали, его тестировали? Видимо, да. То есть они признали, что он не имеет никаких проблем? Да. Я думаю, что это судебное дело, то, что они предлагают. Дело в том, что в свое время была дискуссия, что это неправильно, но я сам сидел на приеме детей в 1 класс и задавал детям тупые вопросы. Скажи, мальчик, как тебя зовут? А как зовут твою маму? А какой сейчас день недели? А сейчас утро или ночь? А чем они отличаются? И вот из-за этих вопросов, которые не я составлял, Министерство образования, вывод делался простой. Ребенок соответствует своему возрасту, никаких ограничений у него по образованию нет. И он может учиться в общеобразовательной школе. Все остальные проблемы – это косяк школы. Понимаете? То, что он не может выполнять задания... Не может в каком смысле? Не выполняет их. Делает много ошибок во время каких-то контрольных, классных работ. Ему ставят 2. Во 2 классе? Да, 1, 2, 3. У него в четверти 2. То есть вы понимаете, что у вас проблемы с преподавателем? У вас тупой преподаватель. Дело в том, что в начальной школе во всем мире нет таких понятий, что он должен во 2 классе знать. Начальные школы предполагают, что у любого ребенка есть возрастные особенности. И примерно, там у нас 4 года, вообще начальной школы в мире обычно 6 лет. Так, для справки. И в течение этого периода дети, например, могут в 4 классе по слогам читать, да? Это не считается, что он плохо, проблемы с головой. Это считается, что в этом возрасте у всех все индивидуально. Тут есть несколько вариантов. Перевести ребенка в другой класс, перевести ребенка в другую школу, ориентируясь на эту тетку, которая у них не до школы даже, а на конкретную женщину, которая ведет у них во 2 классе занятия. Потому что у вас какая-то упертая досталась учительница, которая во 2 классе ставит 2 за ошибки. Вообще в начальной школе оценки как нормальные вообще не надо ставить. Потому что, я уж молчу, что самое лучшее образование в мире признано финским. У них вообще нет экзаменов все 12 лет. Поэтому, сейчас зачем нам этот пустой разговор про Финляндию, да? Нам надо свои проблемы решать. Я думаю, что вам не повезло с учительницей. Когда я работал... словами поменять класс или школу? Да, я вам скажу, когда я работал в школе, если у моего ребенка 2, то это считал, что это моя проблема, а не его. То есть не его вызывали и не его отца, а меня вызывали к директору и говорили, а что у тебя 2 двойки? Иди работай. Бесплатно, не как сейчас. Я должен был после уроков оставаться и дальше работать с ребенком, пока он эти 2 хотя бы на 3 не исправит. То есть это был мой косяк до конца. То есть не могло такого быть, что он имел 2 в году или в четверти. Я даже не знаю, до этого никогда не доводил, но в принципе могли, я не знаю, уволить признать профнепригодным меня, а не ребенка. Понимаете разницу?
У меня еще к вам такой вопрос есть. Как часто у вашего сына проверяют тетради? Ну, наверное, каждый день. Наверное, или каждый день? В смысле, учитель или... я? Учитель. Я думаю, каждый день домашние задания проверяют. Но дома он делает домашние задания? Скажем так, с помощью родителей. Сам не хочет. Не хочет или не может? Тоже хороший вопрос. Не хочет. Забывает, что ему задали, делает вид. Другими словами. А он отвлекается? Есть такая проблема, что он внимания не держит, что он все время отвлекается на что-нибудь? Да, есть такое. Его надо тогда проверить на СДВГ еще. А что это? Синдром дефицита внимания. Когда ребенок не концентрирует внимание, отвлекается. В принципе, в этом возрасте это вообще не проблема. Но если вы хотите спать спокойно, в Питере в Институте мозга есть, имени Бехтерева, есть такая лаборатория детской неврологии, где это можно проверить. Там какое-то простое тестирование, собеседование, вам скажут, есть или нет. Кстати, с этим диагнозом при медикаментозном лечении или при коррекции может учиться нормально в школе. Как-то так. Хорошо, спасибо. На здоровье. Даша, читайте. Давайте почитаем. Добрый день. Муж подарил квартиру в браке, но сейчас из-за бракоразводного процесса и моего ухода из семьи отказывается вносить средства на ремонт квартиры и пытается отсудить мой подарок. Почему он так делает? Что этим управляет? Делает, потому что не любит. Управляет обида, злость на то, что... Жадность? Это святое, на то, что вы разводитесь. Я думаю, Даша про себя рассказывает, муж подарил квартиру. Да, если бы мой муж подарил мне квартиру, я бы желала ему только добра и счастья. Да, это был такой рассказ «Каштанка» у Чехова. Прекрасный. Помните? Конечно. Когда подарил квартиру, забрал квартиру. В рассказе «Каштанка» этот негодяй привязывал кусок мяса на веревке, давал собаке. Она его проглатывала, а он обратно вынимал. Короче говоря, мне непонятна вся эта ситуация. Дело в том, что юридически, если квартира в браке приобретена, то она является совместной собственностью. Как можно совместную собственность кому-то дарить, непонятно. Я тоже не сильно и может у людей там процесс. до брака может быть брачный договор, может они вообще, как наша женщина любит говорить, я в гражданском браке, которого отродясь... Который не существует. Не существует, Гражданский брак — это... И гражданский муж тоже, да. Зарегистрированный, это Да. просто сожители. Есть еще вопрос. Любовники Что тоже? во грехе. Ну-ну. Или в удовольствие. Здравствуйте. Как научиться отказывать людям? Как научиться говорить «нет»? Люди пользуются моей добротой, а я из-за проблем с самооценкой не могу им отказать. Вот вы себе ответили на вопрос. Повысить самооценку. А она повышается через слово «нет». Чем больше вы некаете, тем она выше. Это правда. Это так? Есть коротенько? Есть, да, вот. Добрый вечер. Ребенок 1,7 Г. Это, видимо, лет. А не то, что вы сейчас подумали, да. Я подумала граммов. Спит в позе эмбриона. Жена начинает переживать. Есть необходимость идти к врачу? За позу эмбриона нет необходимости. Я тоже до сих Если пор бы он не сплю. спал в позе эмбриона, вот тогда был бы вопрос, Да, конечно. я думаю, что все нормально, ничего в этом абсолютно Многие страшного. взрослые спят в позе эмбриона. Я так сплю лично. Не буду, да, Очень хотя вы не удобно. эмбрион, я же вижу вас, Уже Даша. далеко не эмбрион. Совсем уже прямо не 30 эмбрион. лет как не эмбрион. Да, Да, поговорим? добрый вечер. Здравствуйте. Такой был анекдот. Вежливый лось. Добрый вечер. Добрый вечер. Не хотят с почему нами не говорить? отвечают? Алло, здравствуйте. 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 Меня зовут Ирина, я из Москвы. И у меня такой вопрос. Да, Ирина, пожалуйста. Это осенью 21 года так получилось, что я легла в больницу на месяц. Вот. И это мое событие неприятное совпало с продажей квартиры и покупки новой. Вот. И пока квартира покупалась, я жила у своей мамы с ребенком, с маленьким, в Подмосковье. Муж покупал квартиру и, в общем, оставался там жить.
работать в Москве. Ирина, будьте столь любезны, если вы находитесь рядом с радиоприемником, отойдите от него подальше чуть-чуть, потому что хорошо, эхо слышно. я просто в Москве. А лучше выключите. В общем, он с ноября месяца жил в Москве в новой квартире. Я жила с малышом в Подмосковье. И теперь, когда квартира немного обставлена, появилась кухня, которой раньше не было. В общем, нам нужно переезжать к нему. Так. Мы потихонечку начинаем чаще с ребенком ездить, но что-то он больно не рад. Вопрос. Что это может быть? Что муж остыл к вам? Угу. Но, тем не менее, он с ребенком очень активен, и какие-то планы у нас на будущее очень яркие. То есть он не хочет, чтобы вы совместно. переезжали, что ли? Я не понял. Нет, он, как сказать, когда я приезжаю, он рад, но он не хочет, чтобы я оставалась с ним подольше. Он работает, ребенок маленький, отвлекает. Я думаю, что что-то там происходит такое, То есть вы живете не то что в разных квартирах, в разных городах? Да, Москва в Москве. Да. В общем, есть о чем подумать. Это правда. Есть еще вопрос, более такой уже глобальный. Добрый вечер, Михаил. У меня очень важный вопрос. Моему брату 13 лет. Он узнал о том, что его папа изменяет маме. Прочитал переписку в его телефоне. У меня вопрос, как ему объяснить эту ситуацию? Как это может на нем сказаться? И как рассказать об этом маме? Нужно ли об этом рассказывать? У нас с братом отцы разные. Это было 4 вопроса. Сказать, что это дело взрослых, пусть сами разбираются. Это абсолютно правильно. Как можно вообще ответить за другого человека? Есть вот тоже вопрос. Здравствуйте, как жить эту жизнь? Мне 26, магистр, лингвист, руководитель, состою в антиконституционном браке. В сожительстве. В грехе, я же говорил. Или в удовольствии. Это синонимы. В грешном удовольствии. Но как же, счастливо можно прожить эту жизнь? Столько... не могу выговорить, очень браки. В антиконституционном. Я же не диктор, я же университет не заканчивал. А вы вот это на траве, дрова на траве, Карлу Клары, все много раз проходили, да? Шишка-сушильная фабрика, конечно. Как? Шишка-сушильная фабрика. Шла Саша и сосала. По шоссе, да, именно. Здравствуйте, как отличить эмоциональную гигиену от равнодушия? В какой-то момент ждал поддержки от друзей, а они себя оберегают от негативной информации. Спасибо, Анжелика. Дорогая Анжелика, я не очень понимаю, что такое эмоциональная гигиена. И я тоже, кстати, не поняла. Я зубы чищаю, а эмоций нет. Поэтому трудно сказать, как на ваш вопрос ответить. Простите, если сможете. Есть звонок. Примем? Да. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия. Я вам звоню из города Ставрополя. У меня вот такая проблема. Я недавно устроилась на работу, находилась до этого в декретном отпуске, устроилась на новую работу. Так. Мне поручили, у нас там учения идут, такие, я работаю юристом. Подготовить, допустим, доклад. К определенному времени подготовить доклад, выступить. И будут задаваться вопросы. Я очень переживаю по этому поводу. По какому поводу вы переживаете? Переживаю, что прошло время, я не такая умная стала. Вот так вот я еще находилась в декретном отпуске, немного все подзабыла. Сейчас 2 месяца уже работаю, вроде втянулась, не глупая. Очень сильно именно переживаю выступать на публику. Хотя на публику, да. Любили на табуретке песню и стишок. Любили в детстве на табуретку встать и стишок прочитать? Нет. Я выступала перед большой аудиторией, я рассказывала стихотворение, мне это нравилось, никакого страха не было абсолютно.
Ну, то есть я выступала там, ну, где-то там 100 человек было в зале, 200 человек. А вот очень переживаю, вот буквально выступление будет в понедельник, доклад уже приготовила, ну, вот, как, вот, ну, с момента, как мне сказали, что я буду готовить доклад и дали мне тему, я вот чувствую себя очень некомфортно. Вопрос. Вот как, ну, я не знаю, как избавиться от этого или как настроиться на это, ну, тревогу убрать вот эту. Ну, избавиться окончательно можно от того, что будете выступать, и в какой-то момент вы забудете о том, что вы волнуетесь. А настроиться надо следующим образом. Вы думаете о том, как вы выглядите, что вы умные или не умные. А вам надо думать о том, что вы хотите до людей донести. Вы же какой-то доклад читаете, в нем есть какой-то смысл. Смысл есть в докладе? Да, есть, это как бы учение, понимаете, вот там определенная вот, тема, да, мы его потом разбираем, как бы вот. Вы должны думать о том, что вы говорите, как вы доносите смысл до людей. А вы думаете о том, как вы выглядите. Умная я, не умная, красивая, некрасивая. У вас в голове не доклад. У вас в голове мысль о том, как люди вас воспринимают. Это, собственно, вас и губит. Понимаете? Все верно, да. А как мне избавиться от этого? Скажите, Вы должны в голове держать смысл того, что вы говорите. То есть вы выходите на сцену. Зачем? Чтобы людям донести какую-то информацию. Вот и доносите ее. Понятно? А о себе не думайте. Есть сообщение очень интересное, почитаем? А то. Здравствуйте, Михаил. Спасибо вам за вашу работу. Благодаря вам я избавилась от абьюзера. Это начало сообщения. Подскажите, пожалуйста, я ничего не хочу делать, когда на карточке нет денег. Даже не умываюсь, не хочется вставать с постели. Полная апатия, не расчесываюсь даже. А когда деньги есть, мне и умываться, и выйти на улицу хочется, и зарядку поделать. Как с этим бороться? И что это такое? Эля, 29 лет. Далее пишет Эля. Я замужем в декрете. Ждем второго ребенка. Ну как? Эля, наверное, имеет какую-то больную тему в своей голове. Например, нищета, безденежье. И когда у Эли нет денег на счету, а судя по тому, что она все время ждет детей, то деньги на карту попадают через мужа. И в этом есть какие-то взаимоотношения непростые с мужем. Не знаю, тут мы можем комментировать то, что Даша любезно прочитала, а Эля любезно написала. Вот. И когда этот триггер срабатывает, денег на карте нету, то реакция, конечно, странноватая, но такая реакция. То есть человек полностью уходит в отказ, ничего не хочет, не вставать, не умываться, ни зарядку, ни поесть. Типа я в депрессии. А когда деньги появляются, то человек снова воскресает Я бы к психологу сходил, тем более у вас второй ребенок. Это, может быть, какая-то гормональная история, потому что вы ждете второго ребенка. Но, скажу так, странная, конечно, реакция, не совсем адекватная. У большинства людей, живущих в России, всегда так было, как правило, что то нет денег, то есть деньги. А что даже карточки нету. А потом и карточка, и деньги. А потом опять ни карточки, ни денег. А потом опять деньги. Потом опять карточки. Потом деньги на карточке. Потом деньги так просто, кэшем. Люди к этому привыкли, так, ярко на это не реагируют. А вот почему вы так реагируете, это вопрос интересный. Есть смысл, может быть, с психологом пообщаться. Какая-то это у вас больная тема. Звонок? А то. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александр, Нижний Новгород. Я бы хотел вопрос задать по поводу взаимоотношений со своими детьми. Пожалуйста, Александр. У нас возникла такая проблема. Дети, так скажем, не воспринимают своих родителей. То есть я, например, говорю, что дети нельзя есть, например, на кровати. Но возникает скандал, мы ругаемся, я объясняю, они говорят, да, мы все поняли. Но на следующий день
возникает та же самая проблема. А сколько То есть лет мы вашим приходим- детям? Ой, у меня 3 детей, старшему 15, среднему 10 и младшему 5. Так. Ну, младшего я не беру, потому что он еще мал. Он только Но на вот кровати старшему и ест. среднему возникает, да. Так, ваш вопрос. Что в этой ситуации делать, как мне вести с детьми и как с ними построить отношения, если вот на как бы свои пожелания там, или требования не возникает контакта, да, то есть при общении с ними они понимают, что да, есть такая проблема, но проблема повторяется там через день, через Не, ну два, это через 3. нормально, они же дети, они так и должны себя вести. К сожалению, то, что родители хотят от детей получить, это проблема психологическая, это исполнительность. Считают, что исполнительные дети, они такие, как сказать, но очень не творческие, не самостоятельные, понимаете, да, такие забитые какие-то. Поэтому ничего хорошего в исполнительности нету, которые всего боятся и так далее. А дети, когда они здоровые, то они через 5 минут забыли, о чем вы договаривались. Но мы эту проблему решим. А вы должны заранее, до того, как они стали есть в кровати, сказать, что будет, если они будут есть в кровати. Не ругаете. У вас есть какие-то идеи, как вы их можете наказать? Вы знаете, да, то есть я говорил, что я, например, лишу их там телефона, лишу интернета, лишу планшета. Все, То есть, если достаточно. будет рецидив. Но как бы вот такие я наказания применял, но, к сожалению, не помогает. Нет, так вы должны лишить. Сначала... Да, я лишал. И да, лишал. А они лишал. продолжают есть. Правильно? Да, я лишал планшета, но там проходит, там, вот я говорю, то есть 3-4 дня не помогает. Стоп. И снова, 3 дня. снова у нас возникает Нет. проблема. 3 дня они не едят? Что еще раз? 3 дня они не едят в постели? Нет. То есть помогает на самом деле. Но ненадолго, правильно? Ну, ненадолго, да. Ненадолго. Какие еще интересные наказания есть в вашей голове? Вы знаете, можно поставить в угол, можно Не надо. Угла не надо. Что им еще ценно, за что они будут переживать, чего их можно лишить? Вы знаете, я противник физического наказания, и когда я говорю об этом, что возможно вот это, да, там вот, например, средний сын начинает плакать, переживать, говорить, что так не нужно делать, но вот, например, сегодня, после вчерашнего нашего разговора, произошло то же самое. Нет, это нормально. Они дети, они ничего не отдупляют, говоря по-русски. Поэтому предложение простое. Если самая большая потеря это гаджеты, то один раз на 1 день, а потом сразу на неделю. И даже можете им повесить в комнате. Поел в кровати 1 раз, ты 1 день лишаешься, 2 раз поел в кровати, недели нету. И так дальше закручивать гайки. Где-то погулять нельзя, где-то они к другу в гости не пошли и так дальше. Нормально ли, что дети в возрасте 5, 7, 10 и 15 лет не делают то, что их просят? Это нормально. Они не понимают с 1 раза, это нормально. При этом есть дети, которые все делают просто с одного взгляда. Родители не нарадуются, но у этих детей есть проблема. Они так называемые исполнительные. Они так себя ведут за счет тревожности, за счет зависимости и страха часто бывает перед родителями, и за счет того, что они, в принципе, склонны к таким пригибанию, к конформизму и так далее. Это проблема потом, когда они взрослые будут, а сегодня родители прям не нарадуются. Ничего хорошего в этом нету. Дети, которые игнорируют родителей, гораздо здоровее в этом смысле. Поехали дальше. Как звонок? Нет, я сейчас договорю, и, конечно, звонок. Сначала я только расскажу. Как быть с такими детьми? Не надо на них орать. Не надо, согласно 3-му правилу, 2 раза им одно и то же говорить. Вот я Александру посоветовал вывесить прямо у них в спальне объявление крупно. Дорогие дети,
мы вас любим. Если вы поедите в постели, то в первый раз вы не получите гаджет, скажем, сутки или двое. Там даже можно гаджеты перечислить. Телевизор, телефон, планшет. Если вы еще раз поедите в постели, дальше вы неделю не получите гаджет. Если папа Александр решит, что на них это не действует, они без гаджетов живут, то дальше надо искать другие слабые места у детей, где они заинтересованы, и им не хочется с этим расставаться. Самое интересное, у нас с Александром совершенно разные отношения к одному и тому же явлению. Александр говорит, не помогает, а я вижу, помогает. 3 дня они не ели в постели. Через 3 дня ослабла вот эта мотивация. Они же дети, они не могут на долгий срок рассчитывать. И они опять стали есть в постели. Когда Александр затронет душевные струны детей и лишит их того, чем они реально дорожат, все сойдется. Но, в принципе, я молчу про такой еще вариант. А когда они едят в постели, это есть такой, как его зовут, Марк, есть такая лига смеха в Украине. Угу. Марк Куцевалов, одесский юморист, комик. И он там, выигрывал. «Прозрачный гонщик» его команда называется. И там есть великая фраза: «Почему крошки становятся острыми в постели?» Ты когда ешь, они же мягкие, а в постели они становятся острые. Это юмор такой. Угу. Так вот, можно детям сказать, дети, тогда среди этого говна своего, извините, и спите с крошками в постели. Кстати, это неприятно, потому что они реально колются. Александр может развить свою фантазию и придумать что-нибудь интересное для детей. Добрый день. А что делать с ребенком, который хамит? Дома никто так не делает. Каждый день разговариваем на тему хамства. Что делать? Не. То же самое. Все один и тот же сценарий. Ребенок делает то, что вам не нравится, вам неприятно, вас напрягает, вас расстраивает и так далее. Вы ребенку заранее объясняете, какие будут дальше последствия такого поведения. Говорите вы это 1 раз. Можете, как я предложил, памятку вывесить. Ребенок нахамил, мать ничего не говорит, не жалуется. Был такой анекдот. Звонок. Вам дрова не нужны? Говорит, не нужны. Утром просыпаешься, дров нету. Вот так вот. Вот примерно по этому сценарию. Ребенок, ему уже объяснили. Он утром просыпается, планшета нет. Он давай рыдать. А где планшет? А мама ему говорит, сынок, а помнишь вчера, когда ты опять начал хамить, я тебе что сказала? Вот и нет твоего планшета. Вот и когда все. ты перестанешь хамить, тогда мы вернемся к разговору. А пока 3 дня без планшета. Это для первого раза. И так далее. Вот я помню, мне мама не разрешала через дорогу переходить в 7 лет. Угу. А я переходил. Самостоятельно? Да. В смысле? Ага. А потом день рождения было. У нас был Саша Булатов по кличке Джамбул. Говорит, а ты не пойдешь ему на день рождения? Я говорю, почему? А я тебе сказала, одному не ходить. Я рыдал, но на день рождения меня не пустили. Не могу сказать, что я после этого зарекся. Я просто стал смотреть в окна, не посматривает ли мать. Но хотя бы я это делал. Потому что, так дети устроены. Я считаю, что в этом ничего нет. Александр очень хороший отец.